свои вещи. Станция Достоевская, станция Люблинско-Дмитровской линии метро, открытая в 2010 году совместно со станцией Марьина Роща. Выход на улицу Достоевскую, Селезневскую улицу, улицу Советской Армии, Суворовская площадь. Названа в честь одноименной улицы, она, в свою очередь, названа в честь еще одного выдающегося русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Выход к театру Российской армии. Если посмотреть на нее свысока, то она выглядит в форме звезды. Федор Михайлович Достоевский – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. После смерти Достоевский был признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения. Считается первым представителем персонализма в России. У него выдающиеся произведения – это романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Театр Российской армии. Его полное название – Центральный орден Трудового Красного Знамени, Академический театр Российской армии. Сооружен в 1930 году, то есть за 10 лет до начала Великой Отечественной войны. Именно здесь будет создана самая известная песня «Священная война». Причем самое интересное, что «Священная война» была написана за 1-2 дня. Когда 22 июня 1941 года уже войска вермахта пересекли границу Советского Союза, из правительства или из культурного подразделения позвонили Лебедеву Кумачу. Это он автор песни «Священная война». И он написал за 1-2 дня. А музыку придумал Александр Александров.
И впервые священная война будет исполнена на 4-й день войны, 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале. Потом эту песню запретят его прослушивать из-за трагизма. Театр Российской армии до 1951 года Театр Красной армии, до 1993 Советской армии. Отправляемся дальше. Следующая станция Марьина Роща. Станция Марьина Роща, станция Люблинско-Дмитровской линии метро, открытая так же, как и Достоевская в 2010 году. Выход на Шереметьевскую улицу
Улица Сущевский вал, это по сути часть третьего транспортного кольца. Первый, третий, четвертый проезды Марьиной Рощи. ММД, Московский молодежный центр, Планета КВН, клуб веселых и находчивых, и театр Сатирикон. А почему такое название и станции, и одноименного района, тоже Марьина Роща? Есть несколько версий происхождения этого названия. Согласно одной, местность, прилегавшая к слободе Марьина в начале 15 века, была названа в честь боярни Марьи, женщины необычайной красоты, жены сына боярина Федора Кошки, Федора Галтяя, который и владел этими землями. А другая версия, название дано по имени атаманши Марьи, которая командовала разбойниками, так как вплоть до 18 века Марьина Роща была частью большого лесного массива, где обитали разбойники. Вот это как раз ММД «Планета КВН». Станция открыта для жилых кварталов, жилых районов. Отправляемся дальше. Следующая станция Бутырская.